Гель интенсив регенерация, серия Selective. Не побоюсь этого слова, уникальное средство, разработанное химиками-технологами компании Гельтек. В свое время этот гель разрабатывался просто как постпилинговое средство, то есть изначально такая задача была поставлена, то есть заживление кожи после повреждающих манипуляций, пилингов, лазерных шлифовок, микротермоабразий и тому подобное. Когда разрабатывали этот гель, подбирали формулу, естественно, основным компонентом, всем известным, да, взяли за основу депантенол, который обладает очень сильным репаративным влиянием, да, на клетки, кожа быстрее регенерирует с ним, и достаточно много средств на рынке, которые его содержат и обладают вот таким, собственно, ранозаживляющим эффектом. Но наши разработчики пошли дальше, и когда они включили в формулу различные еще компоненты, и среди них такой компонент, как бета-глюкан, было замечено, что скорость заживления возрастает на порядок, то есть в разы. И то, что можно обычным средством, содержащим депантенол, заживить там, за сутки-двое, допустим, какое-то поверхностное повреждение кожи, гель интенсив регенерации способен заживить за буквально там несколько часов. Естественно, стали использовать его не только после пилингов, а после каких-то еще воздействий, например, татуировок, татуажа. В быту тоже очень большой популярностью он стал пользоваться. То есть я вообще рекомендую своим пациентам и знакомым в домашнюю аптечку иметь гель интенсив регенерации, потому что если, не дай бог, случайно обжегся, поцарапался где-то, ссадину какую-то такую не очень глубокую себе сделал, то используя гель интенсив регенерация, ну, естественно, если это ссадина, если это какое-то повреждение, продезинфицировать надо поверхность, антисептиков в составе его нет. И если использовать первые сутки несколько раз интенсив регенерацию, то очень-очень быстро эпителизируется вот это повреждение. Кроме того, можно использовать, и очень активно он используется в летний период, когда нужно, допустим, где-то на юге отдыхающим спастись от солнца жестокого, когда получили солнечный ожог. Тоже очень эффективно, если нанести после того, как обгорел, на поврежденную кожу, вполне возможно, что не будет ни шелушения, ни боли, ни зуда, ни каких-то там, не дай бог, пузырей. Бывает даже до такой степени люди стремятся загореть. Вот. Опять-таки, если где-то в солярии перезагорали, любители этого дела, конечно, никому не рекомендую солярий посещения без особой надобности, но люди все равно посещают, и бывает, что обгорают там. Вот для таких целей можно тоже использовать гель интенсив регенерации. Как я уже сказала, основное его, конечно, действие, для чего он разрабатывался, это после пилингов. И, к сожалению, не всегда пациенты, которые идут на такую процедуру, готовы приобрести зачастую дорогостоящий постпилинговый набор, который косметолог которым обязан обеспечить, да, то есть продать фактически пациенту этот постпилинговый набор. И часто бывает, что действительно люди идут привести кожу в порядок, идут делать пилинг, на саму процедуру на копилинг, постпилинговый набор, когда они узнают, что он стоит там 3 с лишним тысячи, они говорят, не, я в интернете читала, что вазелином можно мазать, пойду вазелином мазать. Вот. Но на самом деле, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что кожа должна заживать равномерно, без образования каких-то глубоких повреждений, даже после достаточно серьезного, какого-нибудь срединного пилинга. Не должно образовываться поверхностной пигментации потом и глубокой дермальной пигментации, если глубоко повреждена кожа. И, соответственно, от постпилингового ухода зависит результат самой процедуры. Поэтому можно собрать пациенту постпилинговый набор, не столь дорогостоящий, допустим, из средств не той марки, на которой проводился пилинг, например, а из средств марки Гельтек. Что туда будет входить? Мы даже на выставках иногда ставим на витрину прямо эти средства рядышком, чтобы люди прям сразу ориентировались, что можно взять в качестве постпилингового ухода. Гель интенсив регенерация, тоник для чувствительной кожи, который очень хорошо подходит, с гидролизатом коллагена алоэ вера, тоже содержит алоэ, тоже успокаивает кожу.
И, естественно, очищающий гель, мягкий очищающий гель, не содержащий ни одного агрессивного ПАО, да, поверхностно-активного вещества, а только кокоглюкозид в качестве моющей основы, который будет нежно очищать кожу после пилинга. Таким образом, пациент получает практически полноразмерные средства за небольшие деньги. Ну, интенсив регенерацию тоже можно купить 100 мл объем, если вы потом планируете, например, его использовать дальше в домашней аптечке или уехать с ним на юг загорать. Вот. Ну и, естественно, после пилингов косметолог еще обязан порекомендовать использовать SPF, как правило, самым высоким значением, одним из самых, да, 50 или 50+. И, собственно, уже когда после пилинга серьезного такого срединного, например, образуются корочки, то есть это не поверхностное воздействие, когда нет шелушения, когда оно есть, или прямо корки образуются, или после шлифовки, там уже, как говорится, на 4-5 день, когда они начинают образовываться, поверх интенсив регенерации уже можно использовать жирное какое-то средство, уже на мазевой основе, ну, тот же самый крем там, и мазь Бепантен. Но пока рана свежая, мазевые средства жирные, которые создают окклюзию, не дают под ней, под этой пленкой окклюзионной заживать поврежденной поверхности, лучше использовать, естественно, в этот период гелевые текстуры. Вот гель интенсив регенерации, он как раз является идеальный для этого момента. Еще один вариант бытового использования геля интенсив регенерация – это снятие раздражения и зуда в том случае, если вас покусали комары или мошки. Кроме того, гель интенсив регенерация зачастую очень хорошо помогает, является вспомогательным средством в комплексной терапии всяких кожных патологий, таких как атопический дерматит и ему подобные состояния. Если дерматит проявляется мокнущими элементами, то там необходима гелевая текстура. Соответственно, если сухой дерматит, то поверх геля, который способствует именно регенерации, наносятся уже жиросодержащие всякие средства, мази, эмолленты и так далее и тому подобное. Вот, собственно, наверное, все, что я хотела сказать про гель интенсив регенерации. Осталось только его показать. У него легкая такая текстура, хороший по сенсорике гель. Его достаточно мало надо, чтобы вот я нанесла буквально один пшик, я могу на все лицо и шею нанести эту дозу. И он достаточно экономный получается благодаря этому. Хорошо впитывается. Вот. Поверх него, когда он впитался, можно нанести как раз средство с SPF, которое необходимо, например, после пилинга. И, собственно, получить хороший эффект от той процедуры, которая была запланирована. Вот такой вот гель интенсив регенерация.